Выступление Алисы Вайдлер в парламенте Бундестаге. Уважаемая госпожа председатель Бундестага, уважаемый господин федеральный канцлер, дорогие дамы и господа, двое предыдущих ораторов продемонстрировали свое несерьезное отношение к реальным заботам и проблемам граждан нашей страны. Германия находится в состоянии кризиса, вызванного неправильным решением правительства, включающего в себя ошибочно назначенных должностных лиц и упертых идеологов. Улицы наполнились угнетенными людьми, представляющими основную производительную силу нашей страны, таких как фермеры, ремесленники, мелкие и средние предприниматели, владельцы ресторанов и торговцы, а также сотрудники транспортных компаний. Люди протестуют, потому что больше не могут мириться с текущей ситуацией. Необходимо отметить, что большинство немцев поддерживают протесты представителей малого и среднего бизнеса. 3/4 населения выражают желание положить конец деятельности нынешнего правительства. Эти действия оставляют после себя полосу разрушений в нашей стране. Вместо того, чтобы исправлять ситуацию, вы, уважаемые председатели власти, продолжаете ухудшать все. Вместо того, чтобы решать ситуацию, вы проводите уникальную летнюю кампанию, которая, как только была представлена здесь, оказалась впечатляющим противостоянием протестам среднего класса и оппозиционным силам, на которые все больше граждан возлагает свои надежды. Ваш подход заключается в том, чтобы обозначить этих граждан как правых экстремистов, если они становятся вам неприятными. Ваша вспомогательная организация, работающая в духе Штази, является лишь одной из многих, которые ваше правительство финансирует за счет средств налогоплательщиков. Эта организация становится примером невероятной лжи, клеветы и гнусных сплетен. Глава организации самообманывается, утверждая, что никогда не использовала термин «депортация». Это лишь один из примеров, как налогоплательщики финансируют организации, которые искажают право на проведение демонстраций. Даже при нарушении свободы граждан государства они организовывают демонстрации против оппозиции и безразлично к тому, что на этих мероприятиях открыто призывают к насилию против оппозиционных политиков. Видны призывы к уничтожению ЭКГшников, вы, в свою очередь, аплодируете этому. Президента страны вы обзываете АДГ крысами, а ведущего кандидата от СВДП навозными мухами. Это просто позор. Ваши компании, занимающиеся чернением и дискредитацией, финансируемые за счет налогоплательщиков, разрушают единство в нашей стране лишь с целью удержать власть в наших руках. Вместо того, чтобы решать проблемы исправлением раздутого бюджета, ваша надменность и бессилие в этом вопросе становится явным. Вы говорите о необходимости экономии, но перекладываете это бремя исключительно на граждан. Настроение среди предпринимателей находится на грани. Светофорная коалиция является самым большим источником рисков для Германии. Средний бизнес массово прощается с нами, и каждый день список компаний, сокращающих тысячи рабочих мест или переезжающих за границу, становится все длиннее. Известные бренды, такие Bayer, Bosch, Mercedes, Continental, ICF, входят в этот список. Министр деиндустриализации Хабек, который всегда считал любовь к родине отвратительной, теперь призывает компании проявлять патриотизм и объявить о своем банкротстве. В этом заключается концепция вашего федерального правительства. Германия находится в глубокой рецессии, и это единственная промышленная развитая страна, где экономика сокращается. Ни Путин, ни мировые события, ни гипотетические глобальные климатические катастрофы не несут в этом вины. Единственной причиной является неудачное правительство, ответственное за катастрофу в стране. Проводимая им разрушительная политика создания искусственного энергодефицита и постоянное увеличение цен на энергоносители, а также постоянное уничтожение налогообложения становится источником проблем. Политика введения новых запретов, расточительное расходование денег, сопровождающее мифами о богатой стране, приводит к усугублению ситуации. В Германии богатым является лишь нахальное государство, а не налогоплательщики. Сегодня сотни тысяч немцев сталкиваются с проблемой оплаты счетов за отопление и не знают, как справиться с финансовыми трудностями. Обычные работники, пенсионеры, малые и средние предприятия, а также самозанятые вынуждены сокращать расходы, чтобы привести свои финансы в порядок.
В то время как граждане ограничивают себя, члены министерского кабинета наслаждаются роскошью новых вертолетов и автопарков, а министр иностранных дел беззаботно путешествует по всему миру с шикарной свитой. Вместо того, чтобы подумать о собственных ограничениях, они тратят огромные суммы на личные удовольствия. Например, расходов ведомства канцлера, которые превышают 800 миллионов евро. Видно, как государственные средства используются на гигантские строительные проекты вместо того, чтобы помогать гражданам. Эти огромные расходы, включая расширение зданий ведомств канцлера, стоят почти столько же, сколько и экстренные ограничения, которые планируются в отношении фермеров. За последние 2 года вы расширили штат сотрудников государственной службы на 11 500 новых рабочих мест. Это, конечно, благоприятно для ваших ставленников, однако оказывается неблагоприятным для налогоплательщиков, которые вынуждены покрывать расходы в размере 8 миллиардов евро, в то время как другие страны пересматривают и сокращают свою роль в международных делах. Вы продолжаете активно вмешиваться, используя средства немецких налогоплательщиков. Вы ставите под угрозу существование собственных фермеров, стремясь сэкономить почти миллиард евро, но при этом продолжаете тратить сотни миллионов на реализацию бессмысленных сельскохозяйственных проектов по всему миру. Например, так называемые велосипедные дорожки в Перу – лишь один из сотен ненужных проектов, который обошелся налогоплательщикам в 33 миллиарда евро, предназначенных для ваших протеже из неправительственных организаций. Ваши расходы также включают экологические холодильники в Колумбии, феминистскую политику в ЮАР, поддержку талибов в Афганистане. Миллиарды направляются в Индию, несмотря на то, что она успешно осуществляет космические полеты, в то время как наша инфраструктура на грани разрушения. Школы в нашей стране деградируют, и некоторые ученики уже не в состоянии нормально читать, писать или считать. Вопреки законам физики и здравого смысла, вы продвигаете чрезмерные меры, экономические планы и выделение субсидий, осуществляете политику энергетического перехода. В контексте мировой энергетической политики Германия движется в неверном направлении, превышая рекордные уровни расходов, что становится основной причиной наступления бюджетного кризиса. Всего эти расходы приближаются к 1 триллиону евро. Господин Хабек, если вы не представляете, сколько это нулей, то это не инвестиции в будущее, а дорогостоящее разрушение функционирующей инфраструктуры, несравненные с чем-либо в мире. Но самое важное, вы лишаете немцев их родины. Появление новых дыр в бюджете становится неизбежным, и вы оставляете граждан в беде, особенно в тех областях, где участие государства является крайне важным. Где компенсация для тех, кто пострадал от вакцинации во время пандемии COVID-19? Где переосмысление всей этой катастрофы? Снова и снова перечисляя необходимые шаги для восстановления нашей страны: повторное введение ограничений, контроль над границами, высылка нелегальных иммигрантов, депортация, отклонение просителей убежища, лиц с криминальными прошлыми и тех, кто не имеет права на пребывание в стране. Эти меры направлены на обеспечение законности и порядка в стране после многих лет несправедливости. Вызов к прекращению политики энергетического перехода, сокращению государственных расходов и, конечно, отмена выплат гражданских денег для иностранных граждан, не вносивших взносов в систему социального обеспечения, поддержка предоставления пособий в натуральной форме, а не в денежном эквиваленте. Вот главный лозунг. Однако рациональные аргументы к вам не подходят. Вы не в состоянии эффективно управлять Германией и, по-видимому, не желаете этого. Ваша политика разрушает страну, и я готова объяснить почему. Это связано с ненавистью к собственной стране, Германии. Правительство, по крайней мере, кажется, испытывает антипатию Германии. Разрешите возможность демократической смены власти и проведения досрочных выборов. Так четко и ярко выступила Элис Вайдель. Пока обсуждает яркие ее речи, профсоюз машинистов поездов вновь призывала к забастовке, которая проходила с 2 часов ночи вторника до 2 часов ночи среды. Железнодорожная компания ранее предложила переговоры, но не представила новых условий.
В споре о заработной плате профсоюз машинистов поездов объявил о новой забастовке. Согласно пресс-релизу профсоюза, забастовка с пассажирском транспорте начнется в 2 часа ночи вторника и завершилась в 2 часа ночи в среду. Грузовая транспортная деятельность была приостановлена в понедельник вечером и продлилась 24 часа. Босс GDL Клаус Везельский предупредил заранее, что в будущем железной дороге пассажирам будет предоставлено значительно меньше времени на подготовку к забастовке. Незадолго до объявления о возобновлении забастовки Дютеш вновь пригласил профсоюз к коллективным переговорам. «Мы убеждены, что достичь соглашения удастся только путем диалога за столом переговоров», заявил Мартин Зейлер, член правления DB по работе с персоналом. В качестве предварительного условия для дальнейших переговоров компания не ответила на это. На этом очень продвинутом этапе переговоров нецелесообразно переходить к письменному обмену предложениями и ответами, утверждает железнодорожная компания, которая установила крайний срок для получения запрошенного предложения. Поскольку Deutsche позволила этому сроку пройти, так и ничего не добившись, это неизбежно приведет к забастовке, заявил лидер GDL Клаус Везельский. Он обвинил правление в DB в отказе работать. Основным требованием в дискуссии о заработной плате является поэтапное внедрение 35-часовой рабочей недели с полной компенсацией оплаты труда. На прошлой неделе модераторы в лице министра-президента Шлезвиг-Гольштейна Даниэла Глютера и бывшего федерального министра внутренних дел Томаса де Мезьера предложили поэтапное сокращение рабочей недели с 38 до 36 часов с полной компенсацией к 2028 году. Глава GDL Весельский изначально представил этот вариант как менее выгодный для GDL, чем он на самом деле был. Позднее он признал, что допустил ошибку в своих рассуждениях, а затем, выступая на радио, признал свой промах, подчеркнул свое желание завершить переговоры на основе общего пакета, предложенного модераторами. Неясно, удастся ли железной дороге составить аварийное расписание в такие короткие сроки. Возможно, что компания отменит все рейсы дальнего следования из-за короткого уведомления. Спустя всего несколько дней после окончания последней забастовки профсоюза машинистов поездов вновь объявляет забастовку. Это уже 6-я забастовка в рамках текущего спора о заработной плате и первая из так называемых волновых забастовок. Каждый, кому приходится путешествовать в наши дни, поневоле отправляется на поиски приключений, будь то поезд, самолет или общественный транспорт. Везде гарантированно кто-то бастует. И на этой неделе тоже. Машинисты поездов, сотрудники службы безопасности аэропортов, стюардессы, водители автобусов. Такое ощущение, что в транспортном секторе постоянно кто-то бастует. Германия – страна забастовок.